Добро пожаловать в Богородское. Место, где случается все самое невероятное и интересное. Ведь именно здесь, как известно, хранится разгадка многих тайн. Так что отбросьте все сомнения и окунитесь в ваше самое безумное приключение. Проходите по одному, не бойтесь, все по одному, не толкайтесь. И помните, что каждый должен сохранить самообладание. Давайте вместе попробуем. А это то место, откуда мы и начнем наше путешествие. Грязная речка Яуза, в которой ворон не узнал бы себя. Да, купаться не очень приятно. А потом еще час брести против течения в мутной жиже. Да, купаться не очень приятно. Да, купаться не очень приятно. А потом еще час брести... Да, купаться не очень приятно. Да, купаться не очень приятно. Это вам не бассейн с горячей водой. И потом, кому нужна такая природа? Вот вам лес. Кроме деревьев, кустов и прогалин, ничего не видно, если не споткнешься, конечно, о древовидный камень или четвероногую птицу. Впрочем, это не важно. Мне уже 20 лет, а это вполне достаточный возраст, чтобы почти все знать о мире. Что я уже знаю? Собирать ягоды и грибы категорически запрещено. В лес приезжие ходили в сопровождении местной стражи. Они были простыми ребятами, но исправно выполняли свои обязанности, защищая лес от непрошенных гостей. Говорят, что ловцы запретного исчезали в лесу навсегда. Поэтому проникнуть в святая святых Богородского решались только самые отчаянные. Богородская, Богородская, Богородская. Ух ты, какой лес! Какой лес! Мне никогда раньше не приходилось бывать в таком лесу. Какие деревья, а какие травы! Вот тут вот мы все возле домика стоим, и вокруг такая природа, и все такое настоящее. А можно потанцуем? Танцуй. Как же прекрасно в этом лесу такие деревья, что крона до неба. Какие же здесь
птицы. Смотри, сколько птичек вокруг на ветвях. Давай попробуем спеть про птиц. Ух, какие птицы здесь на ветвях. Какие Ух, птицы какие здесь на птицы ветвях, здесь на какие, ветвях. как много Да, как много. птиц. А сегодня мы заглянем в самое чувственное место Богородского. Знаменитый танцевальный клуб «Пляж», разбивший столько сердец невинных богородчан и богородчанок. Однако, чтобы попасть на пляж, необходимо соблюдать строгий дресс-код. Дамам полагаются белые или розовые газовые платья и обязательные перчатки, а кавалерам фуражка на ухо или шляпа не стереотипного фасона. Впрочем, не будем обращать внимание на этих странных маргиналов. Лучше посмотрим на тех, кто знает толк в настоящих телесных удовольствиях. Не стоит верить официальным общественным кругам, обвинившим богородских танцоров в грехах, преувеличенных и извращенных. Все объясняется лишь тем, что танцуют они преусердно, по-особому, но иначе и быть не может, ведь танцуют же. И все же, в этом невинном времяпрепровождении есть один действительно опасный персонаж. По преданиям, он имеет обыкновение появляться на воскресное утро. Ходят слухи, что даже знаменитый Богородский храм построили именно для того, чтобы уберечь уши благочестивых богородцев от его дурного влияния. Его появление может означать только одно. Началась неудержимая сексуальная революция. Одной чудесной весной, перед началом нового сезона, Богородский театр объявил прием заявок, и почтальоны, включая почтовых голубей, доставили к обозначенному сроку неожиданно много писем из самых разных уголков страны и даже из самого Парижа. Село Богородское славилось на всю округу своим театром и самыми смелыми и с ног сшибательными постановками и перформансами. Первая заявка называлась «Случайно случившийся случай». В заявке говорилось, что эта постановка уже исполнялась в нашем театре, но никто не помнит, о чем она. Однако те, кто там был, отзывались, что это было максимально интеллектуальное зрелище, в котором невозможно ничего сымитировать. Ведь чтобы сыграть эту вещь, надо знать, как она выглядит со стороны. Вторая заявка оказалась любовная. В ней приняли участие парижская актриса госпожа Бриар и драг-квин из Петербурга Козлов. Разве можно было отказать таким теплым ребятам?
разве можно было отказать таким теплым ребятам? Следующим перформером оказался чтец басен Крылова с обязательным падением люстры. Хладный труп на чистый стол безмолвный положит. Бежится вся родня. Простым сюжетом закончится мой суетный и древний путь. Даже мой сосед. Зачем? Да просто так. Взглянуть. Рыдания огласят пустые кабинеты. Всем подадут тяжелые конфеты. У нас был еще один чтец. Записок сумасшедшего. С оркестровой музыкой. Шампанское. Соседа нет. И винегрета нет. И винегрета. Стоит заметить, что взгляд обывателя мог бы увидеть в этом чтении поэтических и прозаических произведений, под музыку лишь бы какую. Но на самом деле это были глубокие и многослойные музыкально-декламационные эксперименты, где несовпадение фрагментов полуавторского текста и россыпей озвученных нот должны были усилить восприятие разнонаправленной структуры реальности. Впрочем, об учтивости к зрителю в нашем театре и слыхом не слыхали. Надо ли говорить, что наистрожайший отбор на фестиваль спектаклей и перформансов в Богородский театр прошли все заявки. В тот год была зарегистрирована настоящая зрительская аномалия. Публика смотрела все и была абсолютно всеядна к любым спектаклям. Любым спектаклям. Любым спектаклям. Не могу отделаться от чувства, что под куполом Богородского театра и в самом деле летали демоны голодного подсознания. Не могу отделаться от чувства, что под куполом Богородского театра и в самом деле летали демоны голодного подсознания. Не могу отделаться от чувства, что под куполом Богородского театра и в самом деле летали демоны голодного подсознания. Заключение фестиваля был объявлен конкурс на лучший мужской и женский костюм. В номинации «Женский костюм» с большим отрывом победила Тина Морская. Увидев красу Машохи, Ильфус тут же в нее влюбился, и как плохой отец отправил сына на войну. Тау поскакал на запад воевать с племенами надоело. В ущелье. Он думал, что он вернется, и пока его не было, Ильфус силой в нем одел на ее кольцо, которое не могло содержать, он себя через 3 года Тау вернулся с похода. А вот с мужским костюмом случился конфуз. 2 финалистов в образах слона и петуха заподозрили в подтасовке голосов и фальсификациях. Ни имена финалистов, ни их костюмы для истории, увы, не сохранились. Страшные вещи временами творятся в нашем Богородском. Иной раз москвичи называют богородские леса чужеземным словом. Аокигахара. 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 Ну Илья, ну это уж совсем толсто. Culture,
третьем же году, что от Рождества Христова, ходил здесь один иноземец. Застрелился. Ученая медицина сказала, не застрелись, прожил бы 167 лет. Даже пуля сплющилась об его лобную кость. И что делает этот иноземец? Да кто ж его знает? Ходил тут по берегу, да все пел какие-то странные песни. Придурок какой-то. Ты кто такой человек? Откуда прибыл? Куда путь держишь? Не, я не здешний, я очень ищу, где можно положить конец моим страданиям и тревогам. Городской, видать. Знаем мы таких. Каждый год по весне тут ходят. Была у нас девушка одна. Приданная у нее не было. Топиться пошла. 3 раза топилась. Да все животом на что-то твердое напарывалась. Того и умерла. Не-не-не, это как-то слишком долго и неприглядно. Это мне бы возни поменьше и неожиданностей малоприятных. Тогда, мил человек, тебе остается хны-хны на бедновый месяц или хны-хны в нашей роще. А что же это? И всему там нам вас, городских, учить надо. Всему. Ну, хватит. Ладно. Слушай внимательно. Пиши в рощу, надо идти до заката и место выбрать. Иначе как гнилой сук от крепкого отличишь? Не забудь взять с собой все самое необходимое. И мыло. Мыло возьми побольше. Кусков 5 не А меньше. мыло к нам в богородские бани завозят отменное, бархатистое. Земляничное бери. Не, лучше арахисовое. Это точно подойдет. Как в лес войдешь, можешь дерево выбирать. Лучше всего дуб, у него ветви такие раскидистые. Дуб выбирай. Отсюда с полверсты туда будет. В сумерках сделай все приготовления. Наши богородцы тут народ работящий, тебя никто не потревожит. Ночь будет лунная. Разве что зверь лесной прошмыгнет рядом. Сегодня как раз полнолуние. Господи, как подробно он про все мне это рассказывает. Не совершал ли он сам что-то подобное? Совершал. Не раз совершал. А если что-то сорвется и пойдет не по плану? А за это, мил человек, не У беспокойся. нас в Богородском такие волки, что назад живым не вернешься. И бежал, бежал, пока ноги несли его.